Целебные свойства лука с медом. Лучшие рецепты от детского кашля. Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы. Актуальное. Зимой популярные статьи. Поиск по сайту. Найти полезные свойства лука и меда. И лук, и мед обладают выраженными противовирусными и иммуностимулирующими свойствами. Чтобы в этом убедиться, достаточно изучить их химический состав. Таблица. Витамины в составе меда. Витамины на 100 город. Польза для организма в 2. Рибофлавин 0,3. МГ нормализует работу щитовидной железы и благотворно влияет на репродуктивную систему человека в 3. Или РР. Ниацин 0. 20 мг контролирует окислительные и восстановительные процессы, нормализует обмен веществ в организме в 4. Холин 2,2. МГ улучшает метаболизм в нервной ткани человека, предупреждает появление желчных камней, приводит в норму обмен жиров и помогает уменьшить вес в 5. Пантотеновая кислота 0,13 мг является витамином красоты и архитектором стройной фигуры. В 6. Перидоксин 0,10 мг положительно воздействует на нервную систему, увеличивает работоспособность человека. В 9. Фолиевая кислота 15 микрограмм требуется для выработки гормонов счастья, чем обеспечивает хорошее настроение. Аскорбиновая кислота 2 мг усиливает иммунитет и участвует в процессе роста и восстановления клеток. Таблица. Минералы в составе меда, макроэлементы, количество: калий 194 мг, кальций 6 метров, магний 2 мг. Натрий 4 мг, фосфор 4 мг, микроэлементы: железо 0,42 мг, марганец 80 микрограмм, медь 36 микрограмм, цинк 22 микрограмма, фтор 7 микрограмм. Таблица химического состава лука на 100 грамм продукта. Витамины: витамин pp 0,2 мг, витамин В1, тиамин 0,5 мг, витамин В2, рибофлавин 0,2 мг, витамин В5, пантотеновая кислота 0,1 мг, витамин В6, перидоксин 0,1 мг, витамин В9, фолиевая кислота 9 микрограмм, витамин С 10 мг. Витамин Е, токоферол 0,2 мг, витамин pp. Ниациновый эквивалент 0,5 мг, витамин H, биотин 0,9 микрограмма, макроэлементы: кальций 31 мг, магний 14 мг, натрий 4 мг, калий 175 мг, фосфор 58 мг, хлор 25 мг, сера 65 мг. Микроэлементы: железо 0,8 мг, цинк 0,85 мг, йод 3 микрограмма, медь 85 микрограмм, марганец 0,23 мг, хром 2 микрограмма, фтор 31 микрограмм, бор 200 микрограмм, кобальт 5 микрограмм, алюминий 400 микрограмм, никель 3 микрограмма. Рубидий 476 микрограмм, мед, действенное противовоспалительное и бактерицидное средство. Лук – натуральный антисептик, который быстро уничтожает болезнетворные бактерии и имеет отхаркивающий эффект, размягчая мокроту, скопившуюся в бронхах. Из этих ингредиентов в правильном сочетании готовят эффективный и натуральный сироп или отвар от детского кашля. Во время эпидемий простуд и вирусов специалисты народной медицины даже рекомендуется съедать дольку лука в день, чтобы обезопасить организм от заражений. Мед, помимо прочего, придает лекарству приятный вкус и ускоряет соковыделение лука. Показания к применению лекарства на основе меда и лука: простудные заболевания у детей, сопровождающиеся мокрым и сухим кашлем. Сухой кашель характеризуется удушающими приступами и невозможностью отхаркивать мокроту. Детям такой кашель приносит значительный дискомфорт, он отдает болью в легких и осушает слизистую горла ребенка, травмируя ею. Мокрый кашель характеризуется отхаркивающим свойством. Опасность такого кашля заключается в том, что организм ребенка не всегда может вывести мокроту, скопившуюся в бронхах, в полной мере. Поэтому обычный кашель может перерасти в бронхит и даже пневмонию. Лук с медом помогают и при сухом, и при мокром кашле. При сухом лекарство смягчает и успокаивает травмированное горло ребенка, размягчает и выводит мокроту из бронхов. При мокром кашле смесь помогает организму полностью избавиться от мокроты, оказывает противовирусный, антибактериальный и общеукрепляющий эффект. Также лук с медом лечит насморк, нарушение обменных процессов, проблемы с давлением, воспалительные процессы, болезни сосудов.
С какого возраста можно давать детям лекарства от кашля на основе лука? Эксперты народной медицины рекомендуют не лечить кашель средствами с луком и медом у детей первого года жизни и отдать предпочтение фармацевтическим препаратам для младенцев. Они имеют щадящий состав и микродозы синтетических нутриентов. Дети от 1 года до 3 лет также достаточно чувствительны к компонентам эликсира, поэтому рекомендовано использовать рецепты с луком, в которых предусмотрена термическая обработка овоща, например, отвары. После 3 лет препараты применяются без ограничений. Однако консультация с врачом перед использованием народных средств в любом случае обязательна. Рецепты лука с медом от кашля для детей. Рассмотрим конкретные рецепты, которые подходят для лечения кашля у ребенка. Мед с луковым соком. Ингредиенты: лук, 2 шатэ. Небольшие, гречишный мед. Приготовление: очищают несколько луковиц. Измельчают овощ на терке или блендере. Отжимают 5-6 стаканов листов сока. Луковый сок смешивают с медом в соотношении 1:1. Лук с медом и молоком. Этот рецепт подойдет для тех детей, которые отказываются от меда. В средстве применяется молоко, что значительно смягчает вкусовые свойства лекарства от кашля. Ингредиенты: лук 0,5 кг, гречишный мед 100 г, молоко 1 литр. Приготовление: очищают и нарезают репку. Заливают дольки молоком. Варят смесь на маленьком огне до тех пор, пока лук не станет мягким. Добавляют мед. Смесь тщательно размешивают. Яблоко, лук, морковь и мед. От детского кашля может избавить и такая необычная смесь. Ингредиенты: яблоко 1 шатэ. Лук 1 штат, морковь 1 шатэ. Гречишный мед 2 ст. Лист. Приготовления: натирают на мелкой терке яблоко, лук и морковь. Все ингредиенты должны быть приблизительно одинакового веса. Добавляют мед. Тщательно перемешивают. Как лечить детей от кашля луком? Рассмотрим схемы применения каждого из лекарств, о котором мы рассказали выше. Мед с луковым соком дают детям по 1 ст. Л. 3-4 раза на день. Эликсир не глотают, а медленно рассасывают во рту, так он обволакивает слизистую и стекает в нижние дыхательные пути. После употребления меда с луком детям рекомендуется полчаса не пить и не есть. Лук с медом рекомендовано давать ребенку каждый час по 1 ст. Лист. Яблоко, лук, морковь и мед дают детям по 1 часу Л. В теплом виде 4-5 раз в день. Побочные эффекты и противопоказания. Польза лука и меда для детского организма неоспорима, а сами рецепты проверены многими поколениями. Тем не менее, существует ряд патологий, при которых эликсир может нанести вред детскому организму. Лечение луком и медом не рекомендуют проводить, если ребенок страдает болезнями печени и пищеварительной системы, сахарным диабетом, аллергией на компоненты. Нельзя лечить луковым эликсиром детей первого года жизни. Отзывы педиатров. Мы изучили мнение педиатров о лечении детского кашля луком и медом. Все врачи сходятся в эффективности средства, но настоятельно рекомендуют не пренебрегать консультациями врачей. Михаил, город Самара. Безусловно, нельзя отрицать благотворного влияния лука и меда на организм ребенка, в том числе и от кашля продукты помогают избавиться, но заниматься самолечением ребенка опасно. Я советую всем родителям сначала пойти к врачу, чтобы он послушал, посмотрел маленького пациента, нет ли у него хрипов в бронхах. Врач определит природу кашля и подскажет, подойдет ли лекарство из меда и лука в качестве средства для лечения ребенка. Арина, город Нижневартовск. Я как педиатр не могу рекомендовать лечение детского кашля исключительно народными методами, но то, что луково-медовые средства несут в себе большую пользу, это факт. Поддерживающий, общеукрепляющий и даже муколитический эффект такие рецепты, безусловно, имеют. В любом случае, в качестве дополнительного препарата для лечения кашля эликсир давать можно. Маргарита, город Морозовск. Луком и медом меня лечила еще моя мама. Сейчас я тоже лечу своих детей этим средством, несмотря на то, что сама дипломированный педиатр. Дело в том, что я даю луково-медовый препарат сразу после появления первых признаков кашля у ребенка. Если не запускать болезнь, не доводить ее до бронхита или воспаления легких, а сразу оперативно приступать к лечению, то получится
ограничиться народными рецептами. Но вы должны помнить, что ответственность за здоровье вашего ребенка лежит на вас. Не забывайте о важности квалифицированного осмотра специалистом-педиатром. Заключение: рецепты на основе меда и лука эффективны в борьбе с детским кашлем. Вариаций лекарства много, его варят или готовят из сырого овоща, добавляют к нему дополнительные ингредиенты: молоко, яблоко, морковь, чеснок и другие, а также готовят простые двукомпонентные эликсиры. Средняя продолжительность терапии этим народным средством 5-7 дней. Кашель замучил. Как лечить кашель у ребенка и взрослого? 6 лучших народных рецептов от кашля. Watch this video on YouTube.